Каково мое место в этом мире? Наверное, каждый рано или поздно задавал себе этот вопрос, а само человечество начало искать ответ на него с тех самых пор, как обрело разум и стало заниматься чем-то, кроме тыкания палками в мамонтов. Конечно, путь познания оказался очень непрост, и даже сейчас у нас нет ответов на абсолютно все вопросы, а возможно и не будет. Вселенная всегда сможет тебя удивить, и, понятное дело, наше представление об устройстве этого мира со временем менялось и выталкивало человека с ключевой и центральной фигуры мироздания, ставя его на роль чего-то случайного или даже ошибочного. Да и наш дом, планета Земля, по мере развития понимания Вселенной, перестал быть центром мира и вообще всего, и стал одним из множества миров, родившихся в результате звездной эволюции. Само собой, люди пришли к этому не сразу, и сдвинуть Землю с центра Вселенной оказалось одним из самых сложных шагов, нашедших великое множество противников, у которых пригорело. Хотя шутки на тему «пригорело», наверное, к этой теме не очень подходят. В общем, главной фигурой в этой научной революции стал польский астроном Николай Коперник. Он мало того, что смог убедительно доказать систему, в которой Земля лишь одна из планет, нарезающих круги вокруг Солнца, так еще и смог проскочить мимо всех этих костров Святой Инквизиции. Что ж, об этом сегодня и поговорим. Разберем историю этого исследования и узнаем, как один мужик 500 лет назад смог выяснить то, чего современные надмозги даже с интернетом раздуплить не могут. Меня зовут Димас, вы смотрите канал DS Astro. Поехали! Картина мироздания, по которой Солнце находится в центре нашей системы, а Земля наравне с другими планетами вращается вокруг него, называется гелиоцентризм, от древнегреческих слов «гелиос» – «солнце» и «центрум», то есть «в центре». По происхождению этого понятия можно сделать не совсем логичный, но все же правильный вывод о том, что сторонники гелиоцентризма были и в Древней Греции, но об этом чуточку позже. На другой чаше весов был геоцентризм, в корне которого лежало слово «гео», то есть «земля». По этой системе наша планета в неподвижном состоянии находилась в центре Вселенной, и все вращалось вокруг нее – Луна, Солнце, планеты и даже сами звезды. Эта концепция зародилась еще в Древней Греции и жестко доминировала до середины прошлого тысячелетия. Нестыковки в этой системе зачастую объяснялись либо выдумыванием несуществующих геометрических фигур, объясняющих неравномерное движение небесных тел, либо религиозными тонкостями. Мол, на то воля Божья, а ты, еретик, если в это не веришь, то во имя добра капец тебе. Серьезно шатать геоцентризм начал как раз Николай Коперник, причем он не просто усомнился в такой аргументации, но и предложил полноценную гелиоцентрическую систему, в которой все разложено по полочкам и подкреплено наблюдениями. Да, он не был одинок в своих взглядах, но именно он привел железные доказательства, под которыми старая система мира дала трещину и в итоге все-таки рухнула. Однако, чтобы понять, как ему это удалось, нам нужно разобраться, каким вообще человеком он был и как до всего этого докатился. Так что давайте немного изучим его биографию. Николай Коперник родился в польском городе Торунь в семье купца, которого тоже звали Николай Коперник. Занятно, что точной даты его рождения мы достоверно не знаем. Принято считать, что он родился 19 февраля 1473 года по старому времени. Но проблема в том, что каких-либо документов или записей с датой рождения не сохранилось, и единственным источником информации в этом вопросе является гороскоп, составленный для Коперника уже во взрослом возрасте. Да, на гороскопы мы в своих роликах еще не ссылались. Конечно, источник так себе. К тому же, по этому самому гороскопу, человеку, родившемуся в это время, суждено было стать выдающимся философом и математиком, но при этом лицемером, еретиком и лжепрорицателем. Негоже еще и то, что в будущем астроном и астролог по имени Франческо Джунтини в своих трудах, описывая Коперника, решил, что негоже такому великому человеку иметь такую плохую характеристику и
изменил дату его рождения, чтобы составить красивую картину личности. И вот это я понимаю, древнейшая серьезная наука астрология. Так что нельзя быть уверенным и в достоверности первой даты, которая также могла быть подвинута, чтобы создать плохой образ автора богомерзкой теории гелиоцентризма. Единственным плюсом в пользу этой даты является то, что ученик Коперника, немец Георг Иоахим Ретик, и сам ссылался на этот гороскоп, что тоже такой себе аргумент. Вообще, о ранних годах жизни Коперника не так много известно. Его отец был купцом, мать – дочерью аристократа. У Николая было 2 сестры и брат Анджей, с которым они много общались и после того, как покинули родительский дом. Жили они в достатке, а город развивался и процветал, пока до него не добралась эпидемия чумы. Судя по всему, Коперник-старший умер в 1483 году, а опека над 10-летним Николаем и его братом Анджеем перешла к дяде по материнской линии, Лукашу Ватсенроду. Почему, судя по всему? На это указывает то, что начиная с 83 года резко прекратились вообще любые письменные упоминания отца семейства, что намекает на его кончину. Дядя был не просто какой-то там дядя, а доктор исторического права и преподавал в местной школе. И дела у него шли неплохо. Вот, правда, через пару лет дочь директора школы случайно родила от Лукаша ребенка, и его быстренько сместили с поста. Да, такое бывает. Но вообще Лукаш был человек видный, имел какое-никакое положение в среде духовенства и имел кучу связей. У него была своя резиденция во Владславике, к югу от Торуня, и по его же информации, опекаемые им братья учились в местной кафедральной школе. В 89 году умирает мать Коперника, а в 91-м Николай вместе с братом поступает в Краковский университет, где они изучают грамматику, логику, математику, богословие, астрономию и много других дисциплин, сложившихся еще в средневековых программах. Все эти программы были сформированы в рамках средневековой философской концепции, называемой схоластика, которая ставила во главу угла религиозные вопросы. Любое явление в нашем мире рассматривалось ей с точки зрения Бога. При этом для схоластики были характерны догматизм, власть мнений авторитетов и слепая вера в аристотелевскую систему мира, которая была геоцентрична. В общем, все как мы любим. Со временем в этой концепции назрел кризис. С развитием науки появлялось все больше вопросов, на которые схоластика не могла дать внятных ответов, а догматизм по отношению к концепции Аристотеля уже начинал трещать по швам. Из этого кризиса родилась другая концепция, называемая философией Ренессанса. И первым ее проявлением стал гуманизм, который ставил во главу угла уже человека и его личность, отказ от догм и переосмысление устройства нашего мира. Но при этом гуманизм не призывал отказываться от Бога. Просто при нем появлялись те сферы жизни, которые вообще никак не зависят от церкви. Эта концепция безумно увлекла Николая Коперника и оказала огромное влияние на его последующие работы. Собственно, идеи гуманизма и легли в основу его научных исследований. С этого момента начинается период разностороннего обучения Коперника и постоянные переезды. В 1494 году он заканчивает обучение на факультете свободных искусств в Кракове. Осенью 1996 года поступает вместе с братом в Болонский университет в Италии, где изучает правовые дисциплины, математику и астрономию. В 1500 году они переезжают в Рим, где Коперник в течение года читает лекции по математике. Но чтобы оставаться на плаву и не сесть в долговую яму, в 1501 году он вынужденно поступает в Падуанский университет, где до 1506 года получает медицинское образование. Кстати говоря, это тот самый Падуанский университет, где чуть позже будет учиться, а потом и преподавать Галилео Галилей. В поступлениях на те или иные факультеты братьям Коперникам зачастую помогал связями их дядя, который к тому времени уже получил духовный сан, а медицинское образование было решено получить для того, чтобы Коперник мог сам себя обеспечивать, ведь работа врача в то время была куда более прибыльная.
Да и рептилоиды тогда еще не вливали миллиарды денег в астрономию, как сейчас. За время обучения Николай основательно так пристрастился к изучению звездного неба, обучаясь как у консервативных схоластиков, сторонников геоцентрической системы, так и у прогрессивных гуманистов, ставящих под сомнение устоявшиеся каноны. Одним из таких учителей Коперника был профессор Болонского университета Доминик Мария ди Навара. В свое время он оказал на Коперника большое влияние и хоть и занимался составлением гороскопов за денежки, что тогда в принципе было нормой, все же сомневался в геоцентрической системе мира и смело высказывал критику в ее адрес. В общем, Николай Коперник получил разностороннее образование в разных сферах. Он изучал и труды античных классиков, и немногочисленные работы прогрессивных взглядов. По некоторым свидетельствам, за время обучения он даже получил религиозный сан, но активными проповедями не занимался, да и вообще не имел к ним какого-либо интереса. В 1506 году он закончил обучение и переехал к дяде в замок Гейльсберг, где продолжил астрономические наблюдения, приобретая все большую неприязнь к идеям схоластики, постепенно готовя свой концепт, который впоследствии назовут революцией Коперника. В период с 6 по 15 год Коперник формирует в своем представлении гелиоцентрическую систему, основываясь на идеях некоторых античных астрономов и подкрепляя это своими собственными наблюдениями. Одним из таких идейных вдохновителей был мыслитель Аристарх Самосский, который еще в III веке до нашей эры был сторонником гелиоцентрической системы и выдвигал идеи о неподвижности Солнца и подвижности планет, но в свое время был, так скажем, никем не понятым поэтом. Проблема Коперника еще была в том, что даже в период религиозных реформ и возникновения первых протестантских движений, таких как лютеранство, идеи гелиоцентризма все равно оставались ересью. Это вызывало трудности и определенный риск с оглаской идей Коперника, поэтому первое время о его исследованиях знал лишь узкий круг коллег. Открыто афишировать такую концепцию он не рискнул, хотя даже при этом подходе у него были враги. Отношения с церковью понемногу портились, хоть научный авторитет Коперника неумолимо возрастал. Друзья уговаривали его придать огласке свои научные труды, но он не спешил с этим и вдумчиво все перепроверял, совершенствуя свое представление о Солнечной системе. В 1515 году он рассылает по узкому кругу первую работу на эту тему под названием «Малый комментарий», в которой он описывает общее представление о Солнечной системе, движении и вращении Земли и других астрономических объектов и довольно свободно критикует античный геоцентризм. Сама по себе эта работа представляла собой сборник основных тезисов гелиоцентризма и их краткое описание. Подробные математические доказательства Коперник привел позже в труде о движении небесных сфер, а в кратком комментарии предлагает лишь ознакомиться с общими понятиями. Главный тезис – Земля сферична. Ее центр не является центром мира, а лишь центром нашего тяготения и орбиты Луны. Все сферы вращаются вокруг Солнца, внутри которого и есть центр всего мира. Также Коперник определяет верный порядок небесных тел в нашей системе, с теми лишь упущениями, что Уран и Нептун тогда были еще не открыты, а звездное пространство представляло собой так называемую небесную твердь, то есть конкретную сферу, находящуюся за пределами орбиты Сатурна. При этом Коперник верно приписывает кажущееся движение Солнца и небесной сферы не их собственному движению, а движению самой Земли. Также к этому эффекту Коперник приписывает смену прямого на попятное движение планет на небе. То есть он опровергает античный геоцентризм, пытающийся решить проблемы неравномерных движений небесных тел, усложняя их орбиты и добавляя кучу разных правил. Коперник просто поменял Солнце и Землю местами, условно запустил вращение Земли вокруг оси и вокруг Солнца, и весь пазл тут же сложился, а нестыковки небесной механики разрешились. Далее Коперник приводит такое понятие, как противостояние планеты, явление, при котором наблюдаемая на звездном небе планета оказывается в противоположной Солнцу точке эклиптики. Другими словами, планета как бы противостоит Солнцу. Если бы мы могли воспарить над нашей системой, то увидели, что в этот момент Солнце, Земля и наблюдаемая планета находятся строго на одной линии. При этом одной из главных проблем геоцентризма было необъяснимое петлеобразное движение планет относительно звезд в периоды, близкие к этим самым противостояниям. В античные времена это сначала объясняли тем, что планеты – это ведь боги, а боги двигаются как хотят.
Позже это объясняли тем, что планеты имеют сложные петлеобразные орбиты или так называемые эпициклы. Но все это звучало не очень убедительно даже тогда, и петлеобразное движение так и осталось слабым местом системы геоцентризма. Зато в гелиоцентризме это объяснялось очень легко. Планета должна и будет описывать петлю, если с ее орбитальным движением учесть и орбитальное движение самой Земли. Получается так, что при сближении на своих орбитах Земля в определенный момент обгоняет движение внешней планеты. А как мы знаем, чем ближе планета к Солнцу, тем выше скорость ее движения по орбите. В результате, вблизи противостояний из скорости видимого движения планеты вычитается эта разница в орбитальных скоростях, из-за чего видимое движение будет замедляться, останавливаться и идти в обратном направлении. Для нас, как для наблюдателей, прямое движение планеты по небу временно сменяется обратным, в результате чего светило описывает в небе петлю и продолжает прямое движение. На этом, собственно, можно и заканчивать. Гелиоцентризм доказан, Земля движется, где тут ближайший костер. Но на самом деле Коперник на этом не останавливался. Определив то, что Земля находится на орбите вокруг Солнца, он установил, что у нее есть сразу несколько видов собственного движения, таких как суточное вращение вокруг оси и годичное движение вокруг Солнца по орбите. К тому же он верно установил угол наклона земной оси. Тоже он смог рассчитать и для Луны, выведя по отдельности совпадающие периоды осевого и орбитального вращения. Тогда было принято считать, что Луна вокруг своей оси не вращается, и даже сейчас находятся уникумы, твердящие «я инженер, вращения нет». Но Коперник рассчитал и показал, что это не так. Помимо этого, он приводит подробное описание движений планет, точно определяет их очередность по удаленности от Солнца, разделяет планеты на нижние и верхние, то есть находящиеся внутри орбиты Земли и за ее пределами. Есть, кстати, довольно популярная байка о том, что Коперник никогда не видел Меркурий. Уверен, вы тоже об этом слышали. Так вот, это не так. Коперник наблюдал Меркурий, а миф родился из-за того, что в своих трудах, рассчитывая параметры его орбиты, он использует не собственные наблюдения, а данные древнегреческих и египетских астрономов и более свежие наблюдения Бернарда Вальтера, проведенные им в Нюрнберге с 1491 по 1504 года. Проблема была в том, что Меркурий сам по себе довольно сложная для наблюдений планета. Он не отходит далеко от Солнца и виден лишь очень короткое время вечером после заката или утром незадолго перед рассветом. Я сам за время своей практики видел его невооруженным глазом лишь один раз. В 30 главе 5 книги работы о движении небесных сфер Коперник сообщает, что ему катастрофически не везет с погодой для регулярных наблюдений Меркурия. В большинстве точек орбиты его вообще не видно, и это очень осложняет процесс. Имеющихся наблюдений попросту было недостаточно, чтобы проводить точные расчеты, поэтому он и взял наблюдательные данные у других астрономов. То есть подразумевалось то, что наблюдений было мало, а не то, что их не было вообще. В движении небесных сфер он приводит подробные математические расчеты для каждого из космических тел, доказывая все высказанные им тезисы. В 6 книгах приводится огромное количество доказательств системы гелиоцентризма, от сферичности Земли до расчетов параметров орбиты Сатурна и просчетов практически всех неравномерных движений на небе. Такой комплексный труд, подкрепленный точными расчетами, разносит в пух и прах античное представление о нашем мире. Работа получилась объемная и заняла много времени. К тому же Копернику часто приходилось отвлекаться от нее, ведь после смерти дяди Лукаша в 1512 году его обязанности во многом перешли к Копернику, и тот частенько закапывался в политические и административные заботы, которых на самом деле было довольно много. И тут и там, в Европе, начинали разгораться религиозные конфликты. Все больше священнослужителей переходило на сторону лютеранства, усугубляя церковный раскол. Коперник часто старался урегулировать конфликты и занимался дипломатией, но не всегда это увенчивалось успехом. При этом он оставался на стороне католицизма, открыто критикуя лютеран и наживая себе все больше врагов.
В кругах протестантов к работам Коперника относились с ненавистью, ведь, по их мнению, они противоречили священным писаниям, а сам Коперник у них считался опасным еретиком. Католическая церковь относилась к этим трудам мягче, возможно, из-за того, что сам Коперник поддерживал католиков, а в такое нелегкое время каждый ученый ум на вес золота, и разбрасываться союзниками, имеющими и научный, и политический авторитет, было невыгодно. К тому же Коперник в вопросе своих научных трудов был довольно осторожен. Он видел, что творится вокруг, и не спешил становиться научным мессией. Он понимал, что активно продвигать такие революционные идеи опасно, и чуть что не так, свои же католики и насадят на шест костра инквизиции. Однако его друзья и сторонники настаивали на том, чтобы Коперник опубликовал свои труды. Таким был, например, его близкий друг, католический епископ и теолог Тидеман Гизе. Но дело сдвигается с мертвой точки лишь когда в 1539 году к 66-летнему Копернику на обучение приезжает молодой астроном Георг Иоахим фон Ретик, ставший впоследствии его единственным учеником. Ретик был настолько впечатлен системой гелиоцентризма, что каким-то неведомым образом таки убедил Коперника опубликовать свои труды. Сначала при поддержке все того же Гизе в 1540 году выходит книга самого Ретика о книгах обращения Николая Коперника, а позже в 43 году выходят в свет и труды самого Коперника, фрагментарно, с правками, но все же выходят. И очень вовремя, знаете ли, ведь незадолго до этого зимой 42 года Коперник заболевает, а летом 43-го умирает. Предположительно от инсульта, но это не точно. Важно то, что умер он у себя дома в постели, не на костре инквизиции и не в сырой камере темницы. Да, существует ошибочная версия, что Коперника сожгли как еретика, но на самом деле инквизиция никогда его не арестовывала и не пыталась казнить. Инквизиционная цензура действительно изучала его труды, но признала их сплагиаченной пустышкой, а самого Коперника сочла дешевкой, просто передравшей все у Аристарха и других античных авторов, не добавив ничего нового. Возможно, сыграло роль то, что Коперник был сторонником католицизма в конфликте с лютеранством. Возможно, повлиял его политический авторитет. А возможно, он, прошу прощения, просто вовремя умер. Ведь его работы вызвали в научной среде большой резонанс. И кто знает, как бы повела себя инквизиция, не умри Коперник в год публикации его книг. Так или иначе, Николай Коперник, пусть и буквально на пороге смерти, все-таки бросил вызов всей теологической составляющей общества и позиции церкви. Он осторожничал до самого конца, и если бы не Гизе и Ретик, мир, возможно, так и не увидел бы его трудов, совершивших настоящую революцию, не только в научных кругах, но и в головах обычных людей. Лично я был под огромным впечатлением после прочтения его книг, насколько точно и математически верно он все обосновал и рассчитал. А движение небесных сфер может показаться довольно замудренной, а вот малый комментарий я бы порекомендовал почитать абсолютно всем. Ссылку на достаточно хороший перевод его книг, как и другие источники, я оставлю в описании под роликом. Друзья, этот материал мы подготовили вместе с Екатериной Ханановой при активном участии Елены Королевой. Более подробную биографическую статью, которая стала основой сценария этого ролика, вы сможете почитать у девчонок на канале на Яндекс.Дзене. Подписывайтесь, ведь там много интересного и не только про космос. Ну и само собой, подписывайтесь на меня, если вы тут впервые. Ставьте пальчики вверх и пишите поддерживающие комментарии. Так этот ролик будет лучше рекомендоваться ютубом и его увидит больше людей. А если хотите поддержать наш проект рублем, то можете сделать это на Патреоне. Ну и на этом на сегодня все. Не пригорайте из-за ереси в интернете. Пока.